Всем привет! В этом видео вафельная флористика. Сделаю из вафельной бумаги вот эти орхидеи. Расскажу, каким клеем для лепестков я пользуюсь, какие красители и способы окраски подходят, а какие не очень. Покажу, как легко сделать бутоны, листья и корни орхидей. Итак, начинаю с клея. Я буду делать пищевой клей из СМС или КМЦ. Это загуститель для мастики. Выглядит он как белый порошок, не имеет ни вкуса, ни запаха. Я буду делать небольшую порцию клея на четверть чайной ложки. Загуститель нужно просто соединить с водой комнатной температуры, но важно воду добавлять постепенно. Сначала совсем немного, загуститель сразу начнет набухать. Дальше понемногу добавляю воду и размешиваю комочки. Количество воды точное сказать не могу, смотрю по консистенции. Здесь ушло около 40 грамм. Примерно клей должен получиться такой же, как декор-гель. Он не должен быть жидким, но и не густым, как желе. Клей надо оставить на полчаса-час, за это время СМС полностью растворится и получится однородная, прозрачная, похожая на гель масса. Готовый клей я храню в закрытой и подписанной баночке. Если при комнатной температуре, то срок хранения до месяца. Если в холодильнике, 2-3 месяца. Этот клей можно использовать для склеивания деталей из мастики, пластичного шоколада и вафельной бумаги. Пока клей настаивается, вырезаю лепестки из вафельной бумаги. Шаблон орхидеи вы сможете скачать по ссылке в описании. Бумагу складываю вдвое, шершавой стороной наружу. Вафельная бумага бывает толстая 0,5 мм и тонкая 0,3 мм. Я считаю, что для этих цветов больше подходит тонкая бумага. Во-первых, из нее лепестки получаются изящнее, во-вторых, ее пористая фактура сильнее прослеживается, что придает цветам естественность, и в-третьих, лепестки из тонкой бумаги не такие хрупкие, и им легче придать нужный изгиб. Вот все лепестки вырезаны. Получается, на каждый цветок надо вырезать 5 лепестков и сердцевинку. Каждая деталь в 2 экземплярах. Склеиваю лепестки подготовленным клеем. Слой клея тонкий, чтобы бумага не размокла. Склеиваю детали гладкой стороной вовнутрь. Между деталями лепестка вставляю флористическую проволоку номер 22. Также детали можно склеивать просто водой, водкой или декор-гелем. Но с водой лепестки часто размокают, с водкой становятся более хрупкими, а с декор-гелем дольше сохнут. Поэтому мне нравится именно клей на основе СМС. Все лепестки подготовлены. Дальше для каждого цветка делаю колонну. Кусочек мастики закрепляю на клей на конце проволоки. Теперь можно окрашивать лепестки. Для окрашивания лепестков можно использовать жирорастворимые и водорастворимые красители, а также цветочную пыльцу и кондурины. Но не все способы окраски хороши. Сейчас это покажу. Начну с самых удобных и удачных способов. Проще всего окрасить лепестки из аэрографа. Для этого развожу водку с водой 1 к 1, добавляю каплю красителя на водной основе и окрашиваю лепестки. У центра лепестка наношу больше краски, получается цвет ярче и темнее. Таким способом достаточно 5 минут на окрашивание целой кучи лепестков. Никаких четких линий и мазков, получается равномерное окрашивание. Но важно не переборщить с краской, чтобы бумага не размокла. После окрашивания лепестки надо поставить на пару минут подсохнуть. Еще отличный способ окраски лепестков – сухой. Здесь использую жирорастворимые красители или цветочную пыльцу. И те, и другие дают одинаковый эффект. Можно окрасить полностью сухой лепесток, а можно сбрызнуть его водой с водкой, и тогда цвет получится ярче. Итак, сбрызнула и сухой мягкой кистью наношу краситель. Можно добавлять другие цвета или их смешивать по желанию. С таким способом процесс тоже идет быстро. И хочу вам продемонстрировать, почему таким же образом нельзя воспользоваться водорастворимыми сухими красителями. Пока краситель не растворен водой, он плохо отдает цвет. Лепесток можно так окрасить, если нужны приглушенные оттенки, но имейте в виду, что когда этот декор станет с тортом в холодильник, то краситель наберется влаги, и его цвет проявится намного сильнее, и причем неравномерно. Если же сбрызнуть лепесток, как я это делаю с жирорастворимыми красителями, то все равно ничего не получится. Водорастворимый краситель скапливается и проявляется на мокрых участках, а на сухих все так же блеклый.
И последний способ – это окрашивание разведенным красителем. То есть в воде или в водке разбавляем краситель, отжимаем кисть об бумагу или салфетку и окрашиваем лепестки. Этот способ за неимением аэрографа или жирорастворимых красителей, конечно, подойдет, но времени на такое окрашивание уйдет в разы больше, и неизбежно будут видны мазки от кисти. В зависимости от задумки, где-то это будет уместно, а где-то нет. В сегодняшних цветах я хотела сделать лепестки с равномерным цветом и без четких линий и прожилок, поэтому воспользовалась аэрографом. А сердцевинку и колонну окрашиваю жирорастворимыми красителями, сбрызнув их водой с водкой. И на сердцевинке пищевым фломастером ставлю хаотичные черные точки. Теперь собираю каждый цветок. Сердцевинку надеваю на проволоку с колонной. И также из аэрографа немного затемняю эту деталь. Краситель здесь тот же фиолетовый, что и был для лепестков. Затем загибаю проволоку каждого лепестка у его основания. Сначала к середине цветка прикрепляю лепестки номер 4 и 5. Тейп-лента у меня белая, шириной 1 см, и я ее разрезала напополам. Затем креплю лепесток номер 1, пристраивая его не вплотную к цветку, а немного ниже по стеблю. И дальше креплю лепестки номер 3 и 2. Цветок почти готов. С помощью круглогубцев наклоняю головку цветка, и по необходимости можно поправить лепестки. Таким способом я собрала все цветы, их у меня 9. Теперь делаю бутоны. На длинной проволоке загибаю кончик и надеваю сюда шарик мастики. Придаю ему округлую вытянутую форму. Инструментом делаю насечки, имитирующие сложенные лепестки. Таким же образом делаю еще несколько бутонов на короткой проволоке и несколько на длинной. Тейп-лентой скручиваю бутоны вместе в одну веточку. Дальше по одному пристраиваю цветы. Чтобы цветонос был устойчивым, укрепляю его длинной шпажкой. Окрашиваю бутоны и стебли сухими жирорастворимыми красителями, сухой кистью по сухому. Листья и корни вырезаю произвольно, без шаблонов. Окрашиваю их, как и лепестки, жирорастворимыми красителями. Осталось установить веточки с орхидеями в торт, вокруг стеблей поставить листья, парочку корней, и все готово. Надеюсь, видео было полезным. Ставьте лайк мне в поддержку, подписывайтесь на мой канал и пока!